Всем привет! Следующий ролик я хотел посвятить модели Hitachi 8180 и вообще немножко рассказать о фирме Hitachi, о ее бомбоксах конца 70-х, начала 80-х. Но в процессе написания, скажем так, черновика к этому ролику у меня всплыл еще один вопрос, который иногда дискутируется в рядах коллекционеров, любителей классических бомбоксов, магнитол, ретро, о качестве приема, радиоприема, как FM-диапазона, так и других диапазонов, типа коротких волн, средних волн. И я подумал, что, может быть, кому-то будет полезно мое мнение и опыт по этому вопросу. Значит, что мы имеем? Мы имеем модель Hitachi 8180 после профилактики и отстройки по СРС-мануалу. Полностью заводская схема, без каких-либо тюнингов, моддингов, улучшайзингов и прочих моментов. Секция тюнера также отстроена по СРС-мануалу. Значит, исходные данные такие, помимо модели магнитолы. Времени у нас сейчас 22:55. Находимся мы за городом, где-то примерно километров 100 до большого мегаполиса. В этом мегаполисе есть касаемо значит, FM вещания. Мегаполис обслуживают 2 радиоцентра в FM диапазоне. От них будет еще подальше, порядка 120 километров. Значит, в процессе прослушивания могут быть там повторные станции, да, то есть это не какая-то зеркалка, как может кто-то написать в комментариях. Значит, поблизости километров в 30 есть районный центр, там вещает какое-то количество на своей частоте московских радиостанций, да. И, значит, чуть подальше, километров 150, областной центр, тоже ловится УКВ, ФМ. Там тоже могут быть, так сказать, повторяющие станции, то есть на других частотах. Так, начнем, наверное, с диапазона FM. Значит, селектор приема в режиме стерео поставил специально, чтобы просто проследить качество, да. То есть в режиме моно чуйка будет чуть побольше. Сейчас слушаем стерео. Ирина Кучеренко. Индикатор приема стерео, надеюсь, всем виден. The bad and the crazy. Not here to make a war. Вот на поле пляж. Космическая сумма на самом деле. Я помню радость и смятение. Радио России. Главное радио страны.
И пришла за дисциплина. В Италии в 2019-м наши парни... Я это понимаю. С вами на даче Кристина Орлов. Принятие всех необходимых мер для нейтрализации. Новое радио. Разбивай стекло, и насколько Россия в своем телеграм-канале. Давайте дополнительные поставки. Об этом сообщает агентство Рейтер. Креветки со вкусом лосося. Забываемые правила. На накачку не ветер рулит. Паспорт признают в несчастных случаях. Смерти могут снять в течение срока действия документа, кроме по основаниям Совета. Конгресс США одобрил выделение 48 миллиардов долларов на военную помощь. Ну и какой-нибудь КВ-диапазончик. Чтобы не затягивать ролик сильно. Чтобы никто не заснул в середине ролика. Spacewalks and conduct scientific around the world. UN Secretary General Antonio Guterres Ну вот, качество приема сравнимо с FM. Не сказать, что прям как FM, но сравнимо по качеству. Можно сравнивать. Kam ini kolektiisis korsa. finds the world. Ну и так далее. То есть просто не хочется затягивать, чтобы всем было скучно. Просто что хотелось заметить. То, что, так сказать, вот если мы наблюдаем на бумбоксах, там шкала, там красивые ручки настройки, там и прочие моменты, относящиеся к радиоприему, там индикаторы, допустим, настройки, это не какие-то украшательства, не какая-то бутафория, а вполне как бы рабочий инструмент, да, так сказать, который вполне уверенно работает как радиоприемник. А это, в принципе, относится ко всем, практически ко всем моделям магнитол. Там середины, конца 70-х, начало 80-х, до середины 80-х, наверное, да? Там уже после середины 80-х пошло уже упрощение, что все плохо. Но вот касаемо этого золотого периода, скажем, середины 70-х до середины 80-х, любая практически магнитола вполне сносно справляется с радиоприемом. То есть можно ли это использовать сейчас как средство там мониторинга, радиоэфира, наблюдения, там, дексинга? Ну, наверное, и нет, да, так сказать, на постоянной основе. Потому что существует там куча более современных, более утилитарных, более удобных, там, любительских, полупрофессиональных, профессиональных, так сказать, приемников. Допустим, тот же
канонический Дегин 1103. Всяческие там тексаны. Ну и там уже заканчивая какими-то совершенно там чумовыми вещами. Типа малахит там и прочими там чудесами. В качестве, ну вот так вот на дачу приехать, прогулять магнитолку, послушать вечерком FM, какую-нибудь ретро-станцию, да, с ретро-музыкой. Мне кажется, прекрасно. Немножко поностальгировать, там, посерфить по УКВ, по КВ диапазону, по СВ диапазону, тоже ради бога. То есть все прекрасно работает. То есть все вот эти разговоры, там, то есть там, приемник что-то ловит, там, а уж там СВ, КВ, там, нечего ловить, там все плохо. Нет, ребята, так сказать, если мы вот так вот за городом включаем магнитолу, там, во время, там, допустим, вечернего прохода волн, да, и мы там ничего не слышим, это лишь говорит о том, что у нас неисправна секция тюнера на магнитоле, а не о том, что там слушать нечего или там эфир мертвый. Касаемо FM все проще, так сказать, он в любых, в принципе, условиях должен достаточно уверенно, если при том условии, что магнитола исправная, так сказать, принимать практически весь диапазон в хорошем качестве. Там тоже досужие там всякие вымыслы, уловки, там особенно продавцов магнитол профессиональных, да, когда говорится, что магнитола в идеале, полностью рабочая, но приемничек как-то у нас там шатко-валко принимает 2-3 станции без стерео. Это тоже как бы не имеет под собой никаких оснований в плане близости к правде жизни. Как-то вот так. Так что буду рад, если кому-то эта информация будет полезна. Мой опыт, мой взгляд на вещи. Но если что-то забыл, пишите в комментариях, постараюсь ответить на вопросы. Еще раз повторяю, так сказать, магнитола без каких-то улучшайзингов в плане что тюнера, там, что еще каких-то моментов. То есть просто заводская схема и просто приведена по заводскому сервис-мануалу к заводским показателям. Все как бы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.